Здравствуйте, с вами Тамила Вдовина. Сегодня мы поговорим о том, как можно сделать яичную эмульсию для работы с темперными красками. Основой для приготовления яичной эмульсии служит куриный яичный желток. Нам понадобится 2 чистые емкости. Нам понадобится столовый нож, чистое полотенце или салфетки, ложечка и кипяченая вода или уксус. Прежде чем яйца разбивать, я их всегда промываю с мылом. Протираю насухо. Я взяла на всякий случай 2 яичка, потому что бывает так, что одно разбивается. Берем ножик, аккуратненько надбиваем яйцо. Белочек мы сливаем в одну чашечку, отставляем и аккуратно промываем яйцо от оставшегося белка. Очень важно промыть тщательно белочек, потому что его попадание в яичную эмульсию очень нежелательно. Теперь я вытираю тщательно руки полотенцем сухим. Одну руку, вернее, вытираю. Перекладываю яйцо, споласкиваю. Вытираю вторую руку и подсушиваю желточек. Так вот перекатываю его, опять споласкиваю эту руку. Вот здесь уже мембранка подсыхает. Мы его все еще так перекатываем. И вот когда он достаточно сухой, мы берем чистую чашечку, прокалываем. Мембранку мы прокололи, и остатки желтка там не стоит все выдавливать тщательно, так чтобы не попал туда ни белок, ни мембранка, мы откладываем в сторону. Сейчас я возьму немножко кипяченой воды. Ложечку и тщательно все размешиваем так, чтобы эмульсия стала однородной, без всяких комочков. И если сюда не попал белок, то желток очень легко и просто растворяется обычной кипяченой водой, и никаких проблем в этом нет. Видите, вот у меня получилась чистая однородная эмульсия. Здесь нет никаких абсолютно комочков. Моем яйцо с мылом. Вытираем с сухой салфеточкой или полотенцем. Ножом разбиваем так, чтобы нам не повредить мембрану желтка. Лучше всего это делать по центру в самом широком месте. После того, как мы рассекли ножом скорлупу яичную,
Мы белок помещаем в одну из приготовленных емкостей, а желток оставляем на ладонь. Свободную руку мы промываем под проточной водой, рука в которой у нас был желток. После этого мы протираем руку сухим чистым полотенцем, промакиваем, кладем в эту руку яичный желток. Мы его на ладошке аккуратненько прокатываем несколько раз. После чего мы промываем вторую руку, опять протираем. И так мы перекладываем яичный желток, мы перекладываем в чистую руку. И эту процедуру мы проделываем несколько раз. Для чего это нужно? Чтобы у нас частицы белка не попали в желток, потому что это может давать и такие в краске дополнительные микротрещины. Сейчас мы работаем конкретно с желтковой эмульсией, и белок обладает совершенно другими качествами, поэтому его присутствие в этой эмульсии у нас недопустимо. Итак, мы провели процедуру, которая максимально очищает мембрану от белка. И теперь мы держим яичный желток в ладошке, так постепенно скатываем к низу, к нашим пальчикам, их немножко раздвигаем и с нижней стороны прокалываем или каким-то острым предметом, или просто прощипываем мембранку пальчиками, и у нас желток яичный выходит весь в чашечку. После того, как мы слили его в чашечку, мы очищаем руки, промываем, вытираем все насухо, берем нашу посудину с кипяченой водой или с уксусом, добавляем в эту чашечку уксус или кипяченую воду и все размешиваем тщательно ложечкой, так, чтобы у нас не было никаких сгустков, чтобы у нас не было цельных сгустков желтка, которые не растворились с водой или с уксусом. Я всегда использую или кипяченую воду, или спиртовой уксус. И сейчас я расскажу пропорции. Соотношение уксуса или воды с желтком обычно или 1 к 2, или 1 к 3. Это зависит от той цели, которую мы преследуем в своей работе, потому что если мы хотим делать какие-то заливки тонкие, без рельефа, нам лучше использовать кипяченую воду и в большей пропорции. Уже позже, когда вы приобретете опыт, вы будете сами регулировать эти пропорции, потому что может быть больше уксуса или воды. Это, как я говорила, зависит от тех целей, которые вы преследуете в своей работе. Например, если мы хотим сделать какие-то декоративные элементы, которые бы напоминали по своей структуре эмаль, имитация эмали, например, это может быть применимо в тех случаях, когда мы делаем роспись по золоту, и тогда лучше взять уксус и не в большом количестве, чтобы эмульсия получилась такая густая, как густая сметана. Если мы делаем какие-то заливки, хотим, чтобы у нас не было рельефных, чтобы наша краска не имела некоторого напоминания рельефа, вот как на монете бывает, тогда лучше брать водичку или уксус, но разбавлять это максимально жиденько. Можно же, в принципе, и густую эмульсию, которая у нас приготовлена с уксусом, концентрированная, густенькая, мы можем просто взять эту капочку, добавить в красочку, там больше водички, она тоже будет жидкая. Как я уже сказала, все приходит с опытом. И здесь есть такой момент, что эта же густая эмульсия очень хорошо применять ее в таких случаях, когда мы хотим добиться некоторой рельефности в нашем изображении, как на монетах. Когда мы уже приготовили эмульсию, мы ее прикрываем крышечкой и ставим в холодильник.
Некоторые рекомендуют разбавлять эмульсию дистиллированной водой, но я не рекомендую, потому что все-таки дистиллированная вода, это очищенная вода, и здесь могут быть нежелательные эффекты, возможно, в будущем даже, потому что она имеет в себе такие свойства, как какие-то микроэлементы впитывать в себя. Может быть, получится отслоение левкаса или красочного слоя. Ну, я как бы не могу сказать точно о химических всех этих процессах. Если у вас есть по этому поводу свое мнение, я буду рада его услышать и рада с вами взаимодействовать. Спасибо за внимание, всего хорошего, до новых встреч. С вами была Тамила Вдовина.